Всем привет, с вами снова Алина. И знаете, если в мире есть два типа людей, это, во-первых, люди, которые готовят подарки новогодние заранее, которые там чуть ли еще не с лета или там с начала сентября думают о том, что они подарят родным и близким. И есть второй тип людей, это такие люди, как я, которые в ноябре возмущаются тому, что во всех фотостудиях уже почему-то стоят елки, потом как-то резко наступают 20 числа декабря, и я понимаю, что подарков у меня нет, и зачастую я дарю подарки в последний момент, бегаю как угорелая по торговым центрам, просто сломя голову. В прошлом году я снимала это видео, по-моему, чуть заранее. В этом году я поняла, что вообще все проходит мимо меня, и новогодняя атмосфера, которой нет из-за того, что на улице довольно тепло, и у меня ничего не украшено, у меня разве что елка стоит. Но елка стоит у меня круглый год, вот эта маленькая, беленькая, и да, просто елка стоит у меня круглый год, не спрашивайте. В общем, сегодняшнее мое видео для тех, кто покупает подарки в последний момент, на Новый год, на Рождество. Так что второй тип людей, сегодняшний ролик для вас, и поэтому давайте я вам подкину такие идеи подарков, которые вы можете осуществить, буквально там в самый-самый последний момент. И так как иногда, когда я снимаю ролики, я превращаюсь в рыбку Дори, я тут написала для себя такой списочек. По-моему, 16 пунктов у меня получилось, но по факту их будет больше. Самых лучших, на мой взгляд, идей подарков, которые можно осуществить абсолютно на любой бюджет и, в принципе, в последний момент. Первое, с чего бы я хотела начать, это то, что, понятное дело, подарок всегда нужно дарить с душой, всегда с заботой о человеке, которому вы дарите. Я против, знаете, каких-то подарков, просто ради подарков, когда ты там бездумно даришь какой-нибудь сертификат, лишь бы на отвали. Нет, сегодняшняя моя подборка не про это. И некоторые идеи подарков мне подсказали рассылки, которые присылают блогерам, так что не все я придумала сама, кое-что я подсмотрела и поделюсь с вами. И так как я сегодня хочу рассказать вам про идеи подарков на любой бюджет, то также я хочу захватить и разные категории, то есть там и для девушек, и для парней, и для близких людей, и для каких-то, возможно, просто ваших знакомых, то есть чтобы такой максимально широкий список получился. И так как канал у меня все-таки связан в том числе и с косметикой, давайте я вам покажу идею того, как можно здорово оформить идею подарка, например, для вашей подруги. В прошлом таком видео, которое я снимала год назад, вы тоже можете его посмотреть по ссылке в описании. И идея номер один, которую мне подсказал бренд Makeup Revolution, здесь не будет рекламы косметических брендов, этот бокс, это была просто гениальная вещь. Он, кстати, мне пришел сегодня. Это что-то невероятное, потому что, смотрите, здесь идет простая акриловая коробка, да, которая наполнена игрушками. То есть вы, в принципе, можете сделать так же. И здесь внутри лежит палетка, которая просто идеально сочетается с этими игрушками. Я, если честно, даже как-то огорчилась, что не сама это придумала, потому что это реально крутая идея, и я многие подарки, которые буду дарить своим близким, я стилизую подобным образом, и надеюсь, что мои друзья не будут этот ролик смотреть. В общем, такая вот вам идейка стилизации подарков. В принципе, вот в такой бокс, он может быть не обязательно прозрачным, это может быть абсолютно там любая коробочка, которая есть у вас, украсьте ее, упакуйте. Я уже не раз говорила, что если из косметики не знаете, что дарить, дарите палеточки, особенно лимитки, особенно такие красивые. Это бренд, кстати, недорогой, и это ж лепота. Просто красивущая палеточка, я обязательно на нее сниму обзор. Также упаковка подарка, она может быть еще и практически полезной. Эту идею мне уже подсказал бренд NYX, они прислали мне вот такой вот свой чемоданчик. Там, соответственно, были косметические продукты, я их обязательно покажу в своем инстаграм, но вы понимаете, что да, если вам кто-то подарит косметику в таком вот боксе, вы сможете им в дальнейшем еще пользоваться по назначению, хранить в нем косметику, и поверьте, если это видео смотрит там, например, какой-нибудь молодой человек, который думает, что же подарить своей девушке, вот честно, вот такие штуки любой девушке нужны всегда. Не обязательно в качестве основного подарка. Вы можете сюда положить, например, какой-то другой подарок, там, например, даже какой-то сертификат. Но такие кейсы реально нужны каждой девушке, потому что мы, девочки, всегда найдем, что хранить в такой вот коробочке. И вообще коробочки — это прекрасно. Вы знаете, как сильно я люблю коробочки, а раскрывающиеся коробочки-чемоданы —
Это вот, ну, что-то, наверное, незаконное. Так, надо заканчивать, а то видео превратится в мое восхищение коробочками. Так что тоже очень крутая идея запаковывать подарки во что-то практичное. Еще из Косметоса такая неустаревающая идея, мне кажется, дарить адвент-календари. У меня есть, кстати, только от NYX. В этом году как-то у меня больше других и не было. И я понимаю, что адвент-календари, они рассчитаны на то, что вы будете их открывать каждый день в течение там 24 дней, по-моему. Но кого вы обманываете? Кого я обманываю? Адвент-календарь — это то, что я открою в первый же день. Мне не хватит терпения, и, в принципе, если мне бы кто-то подарил какой-нибудь еще адвент-календарь, в этом календаре от NYX уже сзади все написано, какую помадку я получу. А если бы я не знала, что внутри, я бы вскрыла это в первые просто 1,5 секунды, как эта коробочка бы оказалась в моих руках, и это было бы классно. Если ваш бюджет позволяет, то можете просто купить какую-нибудь люксовую лимитку, либо просто какой-нибудь люксовый продукт, потому что, ну, в принципе, они зачастую очень красиво упакованы. Вот я смотрю на какую-нибудь там классную палетку и думаю, ну вот вроде зачем она мне нужна, у меня так всего много. Но вот когда мне дарят что-нибудь такое красивое, люксовое, я всегда очень радуюсь. И, как правило, у люкса уже все продумано с упаковкой, не нужно заморачиваться. Можно подарить, например, палеточки от Bobbi Brown. Они всегда роскошные, очень красивые упаковки, Tom Ford. И если вы хотите что-то, например, люксовое, но не то чтобы помолодежнее, ну да, наверное, Bobbi Brown — это все-таки подарок, который можно подарить в любом возрасте девушки, до Lime Crime для девушки прям совсем молодой, юной, это тоже как бы, ну не то чтобы люкс, но мне кажется, что Lime Crime в принципе к люксу относится, очень красивые у них палетки, и не знаете, что подарить, вот личная вкусовщина, дарите вот эту палеточку, потому что она безумно крутая, и правильно вот говорят, что дарить нужно то, что сам себе не купишь, здесь все уже с упаковочкой решено, поэтому заморачиваться с ней не придется, и мне кажется, это тоже хорошее решение, если у вас бюджет позволяет. И сейчас еще есть время, у вас есть возможность заказать в том числе что-нибудь по интернету, потому что бывает, что зачастую все-таки в интернете заказывать что-то гораздо дешевле, чем покупать офлайн, и всегда вы просто знаете, что я вам постоянно об этом говорю, что всегда, когда я совершаю покупки в интернете, я использую свой любимый и самый проверенный, что главное, кэшбэк-сервис под названием Мегабонус. Здесь имеется и трекинг посылок, и отслеживание цены на товары, и обзоры, и умная корзина. Это крутое решение. Здесь указана динамика цены, вы можете добавить ссылки на товары и отслеживать на них цену. Тем более, что у кэшбэка есть свое расширение, которое устанавливается просто в один клик, и регистрироваться супер просто. Вы можете использовать там аккаунт, который у вас уже существует в каких-то социальных сетях, и расширение сразу в поиске, оно будет вам подсказывать сайты, на которых кэшбэк и предоставляется, и будет все время напоминать вам активировать кэшбэк. Мегабонус работает более чем в 2000 магазинах по всему миру, так что вы можете заходить, совершать покупки и возвращать часть своих средств, тем более, что выводить их очень легко, можно выводить их от $1,5. Кроме того, вы можете купить билеты, забронировать отели и тоже вернуть часть средств с помощью кэшбэк-сервиса Мегабонус. Поэтому, если вы до сих пор почему-то не используете Мегабонус, хотя я о нем очень часто рассказываю, то переходите по ссылке в описании, устанавливайте расширение и экономьте на всех ваших покупках, и не только, конечно, в канун Нового года. Так, давайте продолжим дальше говорить про подарки, и, конечно же, что еще можно купить в последний момент, это одежда, но не спешите кидать меня тапки, потому что, ну, у каждого свой размер, все индивидуально. Я сейчас говорю о каких-то плюс-минус универсальных вещах. Во-первых, конечно же, пижама. Я не знаю, как у вас, но я просто обожаю получать пижамы в подарок, ну, потому что пижама всегда нужна. В хозяйстве всегда пригодится пижама, и если вы не знаете, что дарить человеку, подарите пижаму. То есть никогда эта вещь валяться не будет, и это всегда классно. И я заметила, что большинство людей, они как-то вот на пижаме экономят. Я не говорю про всех, но очень многие. И если вы подарите какую-нибудь классную, качественную пижаму, то человек обязательно порадуется. И тем более там плюс-минус на взгляд вы, наверное, с размером все-таки угадаете. Можете купить какую-нибудь милую и уютную в масс-маркете, а можете купить настоящую роскошь бутиков в каком-нибудь действительно таком люкс-бренде. Это все на ваш кошелек и на ваше желание. Еще один элемент одежды, который вы можете подарить, это свитер. Потому что, ну, свитер, ребят, ну, что еще может быть более новогодним? И он у меня тут сейчас так не фотогенично лежит, но красный свитер у меня ассоциируется с Новым годом. Это моя личная ассоциация, и свитер тоже можно плюс-минус примерно по размеру понять, какой человеку подойдет, и если вы, например, дарите подарок какой-нибудь паре, то классно подарить им в том числе и парные свитерочки, или просто, например, шапки, шарфики, перчатки, может быть, это все с мотивами Нового года, это может быть в той цветовой гамме, которая нравится ребятам, которая нравится вам, неважно, я вот обожаю такие вещи, они очень уютные, и человек, когда будет надевать
надевать, например, свитер, который вы ему подарили, либо шапку. Он будет вспоминать вас. Еще как человек, который очень сильно любит поесть, я могу вам порекомендовать подарить что-нибудь из еды. Господи, это прекрасный подарок на все времена и на любые праздники, но на Новый год можно сделать это все поатмосфернее, оформить в том числе и какой-то продуктовый бокс, какую-то продуктовую корзинку, сделать это как-то оригинально, возможно, даже сделать какой-то тематический набор. Я тут себе даже напоминалочки подложила. Например, вы можете подарить там человеку что-то для уютных холодных вечеров, например, что-нибудь для глинтвейна. Вот у меня тут есть основа для глинтвейна, арахисовая паста, также можно подарить чай, который тоже согреет холодным вечером, и, например, мед. Мед можно упаковать в такие вот коробочки, они везде продаются, там, во всех магазинах, где продается упаковка, то есть маленькую баночку меда вы можете сюда положить, и, в принципе, это можно подарить как каким-нибудь своим знакомым в качестве сувенира новогоднего, такой знак внимания. Это небольшая затрата, но мед тоже, если у человека нет, конечно, аллергии, вещь хорошая, и вообще главный не подарок, это внимание, и с годами я все больше это понимаю, поэтому тематические боксы, возможно, это будут какие-то смеси для кексов. И это, кстати, очень распространено почему-то на Западе, в России не так популярно. Когда вы в баночку, вы ее можете очень красиво оформить, кладете слоями то, что нужно для приготовления кексика, и человек потом в дальнейшем его готовит и тоже вспоминает вас. Вы, конечно, можете собрать наборы и посоленее. И это то, что, в принципе, также можно набрать в любом магазине, в любом торговом центре, в любом гипермаркете, набрать эти боксы заранее, там, например, купить коробки, либо там же в торговых центрах. Вот реально забыли вы на последний день, просто отложили, что дарить, поверьте, боксы с едой всегда работают. Еще один такой, в принципе, можно сказать, тоже универсальный подарок, это подарить чехол на телефон, который есть у вашего друга, либо просто человека, которому вы готовите новогодний подарок. Вы можете подарить и какой-нибудь необычный оригинальный чехол, который бы он сам не купил. Можете купить что-нибудь такое прям нарядненькое. Мне присылали вот такие вот чехлы, кстати, очень красивые. И когда вы покупаете не бюджетненькие такие чехольчики, то у них тоже упаковка очень красивая, в принципе, не нужно будет с ней заморачиваться. И чехол тоже, как пижама, нужен практически всегда, особенно такой вот красивый. У меня вот в мраморе, у меня есть еще в розовом мраморе. Еще мне тут следующую идею подсказал вот этот бокс от бренда Body Shop. Они всегда делают невероятные рассылки, но история не об этом, история о том, какую идею подарка они мне напомнили. И я всегда каким-то не близким людям, но людям, с которыми я общаюсь там периодически, либо там чаще, либо реже, дарю что-то более универсальное. Вот, например, у нас в доме есть консьержи. 4 женщины, 4 консьержа. Я с ними со всеми очень хорошо общаюсь. И чтобы такое подарить, чтобы это было универсальное и был бы определенный жест внимания. Я всегда, в принципе, каждый год дарю им такие наборчики, которые собираю сама. Это всегда крем для рук. Это что-то, что всегда актуально, что когда ты там пишешь, если ты работаешь за компьютером, если это какая-то ваша коллега, крем для рук тоже вещь из серии «Всегда в хозяйстве пригодится». Я покупаю разные абсолютно. Здесь вот у меня Body Shop с ароматом ванили. В принципе, ванильный аромат, он тоже универсальный, но вы можете купить любой крем для рук и сделать набор. Например, к нему добавить еще что-то универсальное, вроде чая, кофе, тоже никогда не прогадаете. Поэтому я собираю такие боксики, я кладу туда крем для рук, чай, какие-то конфетки, и иногда могу добавить там, например, какой-нибудь скраб для тела, потому что скраб тоже вещь универсальная, и, в принципе, с ней вы не прогадаете. Главное брать никакой не жесткий, вот такой средний, для того, чтобы просто аромат, пахучка, скрабы тоже всегда пригодятся. Поэтому всегда актуально, несложно, не обязательно дорого, но все равно человеку будет приятно ваше внимание. Кстати, еще эта рассылка от Body Shop подсказала мне еще одну идею, о которой я тоже вам говорила, но сегодня хочу дополнить. Это книги. Книги реально лучший подарок всегда и для всех, потому что для всех можно найти ту книгу, которая их порадует. Если вы знаете, что ваша подруга увлекается макияжем, вы можете подарить ей книгу, энциклопедию, историю макияжа. Если вы знаете, что ваш друг увлекается искусством, если ему нравятся импрессионисты, то можете подарить книгу о жизни и творчестве того же Клода Моне. И такие книги, энциклопедии
энциклопедии — это всегда потрясающе. Я фанат энциклопедий с самого детства, постоянные подписчики это прекрасно знают, поэтому энциклопедии — это то, что я люблю, и то, что я люблю дарить индивидуально под вкус каждого человека. И поверьте, люди всегда радуются, когда получают какую-нибудь книгу, которая относится к их интересам. И, кстати, есть еще одно такое необычное решение, которое ко мне пришло в этом году. Это можно подарить что-то, с одной стороны, для кого-то обычное, а с другой стороны, для другого человека это может казаться чем-то невероятным. Вот, например, я знаю, что там перед Новым годом, вообще перед какими-то праздниками, да и просто я там еду за границу, я всегда привожу оттуда журналы Vogue, это могут быть Elle, то есть какие-то такие модные глянцевые журналы, которых у нас нет, то есть это местные французские, итальянские, немецкие, и я привожу их в Россию и дарю своим знакомым фотографам, стилистам, и поверьте, девочки просто в восторге, это реально офигенный подарок, потому что это, в принципе, сейчас предмет коллекционирования в эпоху, когда мы все сидим в телефонах, подержать что-то в руках, особенно подержать глянцевый журнал там уровня реально французского Vogue, это очень приятно. И у меня в этом году будет еще один такой, знаете, не подарок, это, наверное, сувенир, потому что я его не покупала, ту книгу давали просто в подарок, когда ты приходишь в бутик и покупаешь, это книга Гуччи, и она 2018 года. Да, это немножко не актуально, но поверьте, здесь такая качественная печать, и здесь просто настолько все это эстетически прекрасно, что я уверена, человек, которому я это подарю, она будет просто в восторге. Действительно, я люблю, когда вещи находят своих хозяев, то есть когда вещи приносят радость, они просто там у меня как-то пылятся, то вы можете сделать кого-то счастливым, не потратить на это ничего, но человеку будет очень приятно. И, конечно, если вы знаете, что у человека есть какое-то прям хобби, которым он горит, вы можете просто так узнать слегка, что ему нужно, чего ему не хватает. Например, если человек хочет заняться фотографией, либо если ваша подруга хочет завести какой-то блог, снимать, что-то рассказывать, вы можете подарить ей штатив. И мне кажется, что штатив — это вообще вещь полезная, даже не только если ты блогер, можете подарить кольцевой свет. Я не говорю про вот эту вот большую лампу, на которую, например, снимаю я. Нет, можно подарить вот это селфи-кольцо. Тоже они не очень дорого стоят, и их можно не только заказать по интернету, их также, по-моему, и офлайн можно купить. Еще, конечно, есть неустаревающие такие подарки, как наушники. Наушники тоже нужны всегда. Понятное дело, если человек использует только свои там AirPods, то это одно дело, но в принципе наушники реально нужны всегда. Вы можете подарить компьютерные наушники, можете подарить для телефона, проводные, беспроводные. Я, например, люблю беспроводные, но как-то чаще у меня с собой в рюкзаке, когда я куда-то лечу, все равно лежат проводные наушники, и они постоянно теряются, они постоянно путаются. Вот я сейчас, если захочу пойти найти какие-то свои наушники, я их просто не найду, поэтому если мне их подарят, я очень сильно порадуюсь. А также из техники, что актуально всегда, это пауэрбэнки. Пауэрбэнки, вот та же история, что и наушники, мне кажется, они где-то берут вместе вдвоем билеты на Канары и улетают из моей квартиры и вместе где-то зажигают, потому что наушники и пауэрбэнк — это то, чего постоянно не хватает, так что тоже вот вам идея подарка. Можно, конечно же, подарить свечи, тоже подарок подходящий, мне кажется, абсолютно для любого человека, который любит ароматы, но здесь важно учесть, чтобы аромат все-таки человеку нравился. Если вы знаете, что ваш друг ненавидит сладкие ароматы, то и не надо дарить ему свечу с ароматом булочки с корицей, если вы даже очень сильно любите этот аромат. Всегда думайте о человеке, которому вы дарите подарок. И здесь та же история. Человек, когда будет зажигать эту свечу, либо когда она у него будет просто стоять где-нибудь, он будет чувствовать аромат и вспоминать, что этот подарок ему подарили вы. А еще из этой серии, кстати, можно подарить ароматы для дома. Если вы вот реально знаете, что такая группа ароматов вашему другу понравится, то дарите смело ароматы для дома. Тоже вещь, на которой, мне кажется, многие экономят. Ну вот вроде зачем брать, там это вообще нужно. И многие потом, кстати, очень радуются, когда им дарят. Я большой фанатик ароматов для дома, и, как выяснилось, почти все мои друзья тоже это разделяют, хотя они этого не знали, когда пришли ко мне в квартиру и почувствовали, как у меня здесь приятно пахнет попкорном, то все начали спрашивать, что это такая за пахучка. Это, кстати, открытки, особенно бумажные, подписывайте. Вот честно, это так приятно держать в руках открытку, которую вы подписали, которую вы сами выбрали, и отправлять открытки по почте. Это очень приятно получать, во-первых, письмо, получать открытку. Вот можете просто написать письмо какому-нибудь вашему дальнему родственнику, который живет где-нибудь в тысячах километрах от вас, либо просто вашему другу, либо вашему любимому человеку, который, например, реально тоже сейчас из-за каких-то обстоятельств находится далеко от вас.
нет ничего более приятного в плане поздравлений, чем получить вот что-то написанное от руки, особенно сейчас, 21 век, век технологий. Но если все равно говорить о технологиях, то вот вам еще идея, вы можете снять какой-то видеоклип, смонтировать слайд-шоу, либо записать какое-то даже поздравление на видео, как-то придумать, сгенерировать, написать небольшой сценарий, возможно, как-то интересно нарядиться, в общем, продумайте это и разослать потом, например, своим родственникам в том же мессенджере. Это будет приятно, особенно если вы запишете для каждого человека индивидуальное поздравление, он сможет его потом пересматривать, это было бы очень приятно получить, и это ничего не стоит, в принципе, это можно сделать бесплатно в качестве дополнительного подарка, просто такого знака внимания, поэтому почему-то многие люди забывают об этом, что приятнее получать такое внимание. Если бы я получила какое-нибудь видеообращение от своих близких людей, поверьте, я бы сидела с вот такой вот улыбкой, мне было бы очень приятно, особенно если произошла такая ситуация, что они в данный момент не могут со мной находиться рядом, так что не списывайте этот подарок со счетов. Еще в 21 веке, мне кажется, очень актуально, я об этом говорила раньше, дарить подписки. Это могут быть какие-то онлайн-кинотеатры, это могут быть подписки, если ваш друг или молодой человек или муж геймер, вы можете там ему оплатить подписку на его игровой консоли, либо купить какую-нибудь там подписку, на которую он не хотел там тратить деньги, какой-нибудь Gold, Platinum уровень. И если вы не знаете, если вы в этом не разбираетесь, вы можете просто спросить у его друга, вот, да, вот я хочу сделать такой подарок, скажи мне, что делать, куда нажать, как оплатить. И это будет, во-первых, говорить о том, что вы действительно подошли ответственно к подарку в том плане, что вы подумали, что человеку нужно, что его порадует и на что вот ему, например, не хотелось тратить денег. И, во-вторых, поверьте, если вы далеки от техники и подарите такой подарок, ваш молодой человек или ваш муж, они так удивятся, им будет втройне приятно. И приятнее даже не то, что у них теперь есть какая-то там супер подписка на какую-нибудь супер игру, либо какая-нибудь игровая подписка на его консоль, и он будет еще очень-очень много раз об этом рассказывать своим друзьям и хвастаться, и вам будет приятно не из-за того, что он хвастается, а потому что вы просто сделали человеку приятно и сделали что-то оригинальное. И, конечно же, еще просто потрясающий подарок — это подарить впечатление, и не обязательно тратить на это нереальную сумму. Да, вы можете купить какой-нибудь очень крутой сертификат в спа, вы можете купить какой-нибудь там просто сертификат на массаж, на каток, в кино, неважно куда, дарите впечатление. Всегда есть две категории. Это категория еда и это категория впечатления. Мне кажется, что это вообще можно объединить. Я очень долго снимала это видео, у меня слетал микрофон, за это извиняюсь, там буквально, мне кажется, пару минут будет видео с плохим звуком, но я надеюсь, что этот ролик вам понравился, и вы посмотрите мой ролик, который я снимала на эту же тему в прошлом году, на этой же кухне, здесь тоже были выставлены подарочки, и если вам ролик понравился, то можете поставить ему большой палец вверх. Если не понравился, то смело лепите дизлайк. И, кстати, если вас не устроила ни одна идея подарков, которые я описала сегодня, то можете заказать что-нибудь из моей косметики. Потому что вот, например, вот эти тени на веках у меня от моего бренда. Ладно, шучу, я обещала вам так не делать. Конечно, дарите, что хотите. Главное, заботьтесь о тех людях, которым вы делаете подарки, которым вы не делаете подарки. Просто я всем желаю в новом году, да и вообще все время по жизни, чтобы в каждом вашем дне было море просто позитива, море счастья, чтобы вы действительно улыбались миру и улыбались искренне, не просто потому, что надо улыбаться, нет, потому что вы хотите улыбаться и хотите делиться этой радостью с миром, потому что счастье — это такая вещь, которая увеличивается, когда ты ее отдаешь. Чем больше ты отдаешь счастье, тем больше ты его получаешь. И это касается не только подарков, это касается в том числе и эмоций, поэтому делитесь своими эмоциями, радуйтесь за людей рядом с вами, и всего вам самого-самого наилучшего. И можете, конечно, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео, подписываться на мой инстаграм, и у меня там целое тоже большое сообщество людей, которые со мной на одной волне, и буду рада, если вы будете в этом числе, если вы до сих пор почему-то не в моем сообществе, не подписаны на меня в социальных сетях. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! И ладно, я не пошутила, если захотите, заказывайте что-то из моего косметоса, потому что он реально офигенный. Первые уже люди, которые сделали заказ моего косметоса, они поделились впечатлениями, и мне очень приятно, что вы пишете мне в директ и рассказываете про то, как вам понравились продукты, как понравилась упаковка. Я вам там всем лично подписывала открытки, поздравляла с Новым годом, и мне очень приятно получать от вас фидбэк.